Ну что, вы готовы разгрузиться немного? После праздничных дней, когда съедено очень много мяса, рыбы, хочется чего-то более легкого, хотя бы в приготовлении. Всем привет, меня зовут Наталья, и вы на канале Вкусняшки у Наташки. Я сегодня буду готовить грибы-вешенки. Они очень вкусные, мясистые, и получается очень вкусная картошка с вешенками. Техника приготовления грибов-вешенок и грибов-шампиньонов одинаковая, и она несложная. Единственное различие это скорее в нарезке. Например, для картошки с грибами я режу достаточно крупными ломтиками. Когда готовлю начинку для вареников с картошкой и грибами, нарезаю грибы очень мелко и в основном использую шампиньоны. А вот для приготовления фаршированных яиц с грибами шампиньоны натираю на мелкой терке. Сковороду ставлю сразу на большой огонь и на раскаленную сковороду, но без масла, выкладываю грибы. Моя задача выпарить немного жидкости из грибов. Так как огонь большой, грибы перемешиваю часто, пока дно сковороды не будет сухим и грибы немножко поджарятся. Но уменьшать огонь не рекомендую, потому что грибы при этом выпустят очень много сока. Пока подсушиваются грибы, нарежу лук. Способ нарезки лука не имеет особого значения. Можно нарезать полукольцами тоненькими, можно мелко, можно крупно. Все зависит от вашего желания, от вашего вкуса. Я нарезаю средним кубиком. И сразу приготовлю специи. Немного сухой петрушки, если у вас свежая, это прекрасно. Немного готовых специй для мяса. Мне такие специи нравятся. 3-5 грамм соли. Кстати, картошку я не солила. Немного черного перца. Здесь у меня 4 вида. И совсем немного сухого чеснока. Любые специи можете использовать на ваше усмотрение. Картофель я нарезала на 4 части, и он у меня уже закипел. Обязательно снимаю пену, но вы и сами это знаете. Если вам нравятся мои рецепты, подписывайтесь на канал, активируйте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Картофель варится, а я продолжаю готовить грибы. Когда выпарилась вся вода и зажарились немного грибы, наливаю подсолнечное масло, немного, добавляю порезанный лук и перемешиваю. Когда лук достигнет прозрачности, можно высыпать специи. Картофель готов, и осталось немного воды, и это очень даже хорошо. Не надо сливать лишнюю воду. Высыпаем грибы в картошку, перемешиваю, накрываю крышкой и оставляю на 3-4 минуты, чтобы картошка напиталась вкусом и запахом грибов. Легко в приготовлении, с помидорами, листьями салата, рукколой и валерианой, заправленной оливковым маслом. Что еще надо для вкусного приятного ужина? Приятного аппетита!